Думаю, ни для кого не секрет, что Спор и Сабнатика — это две совершенно разные игры, вышедшие в разное время и имеющие разные игровые цели. Однако так вышло, что несмотря на свою разность, симулятор эволюции под названием Спор и симулятор подводного выживания под названием Сабнатика имеют большую общую фанатскую аудиторию. И если какому-то человеку очень нравится Сабнатика, то Спор ему понравится скорее всего в той же степени. Серьезно. Я еще не встречал две таких разных игры, которые бы имели настолько общую аудиторию. И говорю я это, конечно, не просто так, ведь именно на моем довольно спорном канале Сабнатика — это единственная игра, которой удалось обогнать Спор по просмотрам. Да и в принципе долгое нахождение в Спор комьюнити дало понять, что Сабнатика — это вторая по почитаемости в нем игра. Можно долго размышлять, что же все-таки роднит эти игры, и ответ на самом деле довольно прост. И Спор, и Сабнатику объединяет атмосфера инопланетной непознанности и космической тайны. Необычные инопланетные существа, внеземные пейзажи, а также скрытый и неочевидный сюжет о древних космических империях. А еще если бы в Спор был подводный этап, то тогда Сабнатика и Спор роднилось бы еще больше. Но не суть. Думаю, теперь нам всем понятно, что именно объединяет две этих игры. И, конечно же, возникает огромное желание объединить их еще больше и создать из них одну. Поскольку Спор — это огромный инструмент для творчества, в котором можно создать практически все, от существ до техники, а Сабнатика — это огромный набор удивительной космической фауны, я решил поискать в глобальной споропедии то, как люди пытаются две этих игры объединить. И, разумеется, нашел кучу существ, которых с помощью редактора Спор люди воссоздали, вдохновленные подводными видами Сабнатики. Однако вот помимо редакторов каких-то отдельных творений, в Спор есть нечто глобальное и грандиозное. Это редактор приключений. Удивительная вещь, в которой можно воссоздать любой сюжет и сценарий, редактируя и изменяя целую планету, используя чужие или собственные спорные творения. И поскольку я не нашел ни одного ремейка планеты 4546b в глобальной споропедии, кроме того, где Аврора просто стоит на воде, то решил создать его сам, и сейчас про это расскажу. Итак, изначально в Спор представлен редактор наземных приключений. Вода там тоже есть, по ней можно даже поплавать, но погружаться под нее, к сожалению, нельзя. А поскольку основной геймплей Сабнатики происходит именно под водой, приходится применять некоторые вечные лайфхаки. Как из обычной планеты Спор сделать подводную? Очень просто. Для этого нужно убрать всю имеющуюся воду на планете, а из получившейся суши создать морское дно, раскидав по нему камешки и ракушки. Также стоит засадить всю планету подводными растениями и выкрутить туманность на максимум, чтобы игроку казалось, что видимость очень плохая из-за воды. В дополнение можно пустить лучи солнечного света, как бы проникающие сквозь воду, и, конечно же, заселить всю планету водоплавающими существами. С растениями все довольно просто. И хоть в Спор отсутствует полноценный редактор растений, существует множество подходящих, заранее созданных Максис объектов флоры, некоторые из которых очень даже похожи на сабнатические растения. Кстати, кто не знает, в Спор есть скрытый редактор флоры, который можно открыть с помощью консольной команды. Только вот сделать что-нибудь приемлемое в нем будет довольно сложно. Однако перейдем к более интересной части, а именно к подводным животным. Чтобы они не ползали по дну, а как бы парили над ним или плавали, я применил довольно известный баг с невидимыми конечностями. Если такой прикол провернуть в редакторе существ, то наше творение реально будет парить над поверхностью, вытворяя плавательные движения. Кстати да, главным героем приключения я сделал подводного велозавра, так как он не только является неофициальным символом игры, но и неофициальным символом вырезанного морского этапа Спор. И движения плавания у существ получились довольно крутыми. По сути, единственные существа, которые ползают по поверхности этого приключения, это пещерные крабы. Теперь перейдем к расположению объектов приключения. Тут я попытался воссоздать некоторые биомы из Сабнатики, например, безопасные отмели, где появляется игрок. Там есть небольшие пещеры, рыбки, такие как бумеранг и пескун, и спасательная капсула. В следующем биоме, под названием Грибной лес, я собственно не удержался и вместо рыбы Кусаки добавил туда подводного рыбу Грокса. В нем, конечно, не было какой-то необходимости, но будет прикольно, поэтому добавил. Ну еще тут есть сами грибы, тут их растет аж несколько видов. А еще в конце грибного леса находится небольшая пасхалка. Разрушенная спасательная капсула кого-то из членов экипажа. Откуда взялся дым под водой? Не спрашивайте, допустим, это такой спасательный подводный дым. Кстати, насчет Авроры. Ее я тоже добавил, она горит и полыхает. Рядом разбросаны осколки, но неподалеку находится Левиафан по имени Жнец. Но и тут я не удержался и добавил ему в противники второго Левиафана, морского змея, который отлично на эту роль годится. Да, по-моему, если уж и мышапить игры, то нужно не просто создавать одну игру внутри другой, но еще и максимально смешивать их персонажей. Окей, в следующей части сделаю подземные лаборатории предтечи Массари. Жалко, что эта идея мне пришла только в момент озвучки. Еще один интересный биом, который мне удалось воссоздать, это лес водорослей. Тут не только растут водоросли разных размеров, но еще и плавают газобрюхи.
а также рыбы-сталкеры. Еще я добавил грозди семян в виде оранжевых фруктов, а также много всяких эффектов, вроде пузырьков, лиан и светящихся точек, которые, как по мне, придают атмосферы и таинственности. В лесу водорослей также можно встретить рыбу Грокса, но для этого нужно ее хорошо поискать. А еще здесь тоже расположена одна из разбитых спасательных капсул. Также в моем приключении можно встретить огромных рифоспинов, которые парят над чем-то вроде травяных плато, а за ними находится огромное углубление с различными полезными ископаемыми. И третья разбитая спасательная капсула. Очень интересно, что редактор приключений позволяет сделать довольно красивый и подводный мир с соответствующими объектами, растениями, коралловыми валунами и пузырьками, хотя сам изначально совершенно не предназначен для этого. Даже скелет ультраэпика отлично вписывается, как останки кого-нибудь из древних китов. Также редактор приключений позволяет не просто воссоздать какие-либо условия, но и создать сценарий действия персонажа в этих самых условиях. Изначально цель моего приключения была воссоздать флору и фауну Сабнатики, но позже я подумал, что будет интереснее, если добавить некоторые квесты. И, собственно, первый акт приключения — это добыча пищи. Игроку придется безжалостно и кровожадно добыть себе еду из бедных местных рыбок в виде пескуна, бумеранга и подводного Грокса, после чего он может перейти уже ко второй части приключения, а именно добыча ресурсов. Тут игроку следует добыть ресурсы для создания сканера. Как и в Сабнатике, эти ресурсы спрятаны в небольшие подводные камешки, которые разбросаны по карте. Их можно найти на океаническом дне, либо в пещерах. Собственно, дальше игроку нужно создать сканер, а если точнее, подобрать его под капсулой спасения. Первые несколько актов этот объект просто невидим для игрока. И отправиться исследовать обломки Авроры, чтобы получить чертежи мотылька. Собственно, эти обломки я не стал разбрасывать прямо по всей карте, ведь из-за этого прохождение приключения сильно бы растянулось. Ну а после исследования обломков игроку становится доступен мотылек. И на этом, собственно, приключение заканчивается. Однако я знаю, что его можно было бы разнообразить и сделать еще интереснее. И именно поэтому я выложил его в глобальную споропедию. Можете его легко найти, вписав в поиске Спорнатика, и делать с ним все, что хотите. Ну и разумеется, если у вас нет интернета или пиратский спор, то приключение можно скачать по ссылке в описании. Заметьте, что здесь я реализовал только подводную часть игры, однако острова можно создать отдельно, так что возможно будет вторая часть, но это не факт. А, и еще у меня есть наработки ремейка игры Portal в редакторе приключений, поэтому ставьте лайки и про него я тоже как-нибудь расскажу. Ну и еще, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо за 150 тысяч просмотров на ролике про Спор 2. И спасибо за самый большой рост за всю историю канала, который произошел вот прямо сейчас. Также спасибо новым зрителям, тем, кто только что решил подписаться, а также всем тем, кто остается со мной довольно долгое время. С вами был Девелопер, и да хранит вас всемогущий Спорий.